AC/DC. Адские колокола и птицы на колокольне. Композиция Hells Bells, открывающая первый альбом AC/DC без Бона Скотта, начинается с медленного, траурного звона бронзового колокола весом 2 тонны. Изготовленный компанией John Taylor Founders в лестерширском городе Лавборо, колокол был записан Тони Платтом с помощью мобильной студии Ронни Лейна после завершения сессии записи Back in Black в Compass Point на Багамах. Когда я приехал в Лавборо, колокол, который AC/DC заказали, чтобы взять с собой в турне, еще не был извлечен из формы, вспоминает Платт. Поэтому люди, которые его делали, договорились, чтобы я записал другой колокол такого же размера и тона, который висел в соседней церкви. Однако, установив микрофоны на колокольне, я обнаружил, что никто не подумал о живущих там птицах. Как только раздавался звон, первое, что мы слышали, это безумное трепетание крыльев улетающих голубей. Затем, когда колокол переставал звенеть настолько, чтобы мы могли ударить в него снова, все птицы возвращались обратно. Поэтому нам пришлось отказаться от этой идеи, пока литейщики старались ускорить процесс извлечения заказанного колокола из формы. Поскольку я не смог достать мобильную студию Rolling Stones, я использовал студию Ронни Лейна, которая находилась в трейлере A-Stream. В то время ей управлял мой приятель. Поэтому мы отбуксировали ее в Лавборо и припарковали внутри колокола литейного цеха. Сам колокол весил 1 тонну, потому что это был самый большой размер, который можно было взять с собой в турне. Но высота звучания колокола, который вы слышите на записи, на октаву ниже, чем у настоящего колокола. Его запись была замедлена в 2 раза, чтобы воспроизвести звук 2-тонного колокола, который группа не смогла бы взять с собой в дорогу или повесить на концертных площадках. А в результате, когда в этот колокол били на сцене, он звучал на октаву выше, чем на записи. Парень, который сделал колокол, и был тем самым человеком, который ударил в него на пластинке. Мы повесили колокол на блок и снасти в литейном цехе. И на нем была определенная точка, помеченная красным цветом, куда он должен был ударить. Поскольку у меня было мало времени на запись, прежде чем лететь в Нью-Йорк для сведения, я установил 15 или 16 микрофонов в разных местах и записал 24 трека, используя множество Neumann U87 и несколько AKG 451. Поскольку звук колокола в основном гармонический, его очень трудно записать. Поэтому я прошел весь путь от использования Shure SM57 в динамической части до B&K в верхней части колокола, чтобы охватить весь фундамент его звучания. Это был единственный способ сделать запись, потому что мне пришлось учитывать то, что при сведении мы планировали замедлить ее в 2 раза. А когда вы это делаете, внезапно появляются всевозможные вещи, о которых вы даже и не подозревали. В Electric Lady мы с Мэттом выбрали комбинацию из близких и дальних микрофонов, которые давали наилучший звук, и сделали микс на полудюймовую пленку со скоростью 30 дюймов в секунду, а затем замедлили ее до 15. Из всех дублей, которые у нас были, мы выбрали лучший, и поскольку в те времена сэмплеров не было, то просто записывали его нужное количество раз. У нас были 4-дюймовые и 2-дюймовые магнитофоны. Я запускал 2-дюймовый, а Амат в нужный момент запускал 4-дюймовый.